В общем, ребята, X5M мне, конечно, очень нравится, но я хочу взять другую машину. Купил на дачу приставку. Например, если проигрываешь ты меня называешь моим господином и выполняешь все мои желания. Я не могу, что ты сделал со мной? Многие спрашивают меня, почему так редко стали выходить видосы. Да, собственно говоря, вот почему. Это BMW 760 Long, 13,5 миллионов она стоит. Насте дадут роль в кино. Посмотрим, что скажет мама про эту машину. Клади ноги, мам. Так в этой машине ездят. Умножайте это на 1000 и переводите в рубли. Стройка продолжается, нет и конца, и края, хотя осталось совсем чуть-чуть. В общем, ребят, прошло 20 лет, как я школу закончил. Ничего не поменялось. Всех с 1 сентября. В общем, ребята, X5M мне, конечно, очень нравится, но я хочу взять другую машину. Сейчас я вам ее покажу. Оп, совершенно новая машина. X6M. Знаете, я красотка. Теперь буду тестить ее. Потом поделюсь с вами. В общем, что я хочу сказать про BMW X6M. Хотя это не M, это переходная версия между простой и X6M. Машина дизельная, бесхарактерная, комфортная. Вот я проехал сейчас 120 километров, вообще не устал. Но невозможно сравнить, конечно, с X5M, которая была у меня предыдущая машина. Это, конечно, вот в душу запало, что называется. На ней не хочется топить. Вот я сейчас несколько раз пытался просто пол нажать. Честно говоря, она не особо едет. Конечно же, лучше крузака. Я даже вообще не представляю, как я сейчас пересяду обратно на крузак. Но зато на крузаке я могу проехать там, где X6M не пройдет. Хотя надо будет потестировать. Думаю, пригласить Царева. Посмотрим, что скажет мама про эту машину. X5M ей очень понравилась. Вот, а следующая машина будет 760 Mi. В этих BMW я ничего особо такого не заметил, что сильно как-то выделяется. Но то, что показывает знаки и скорость, это, конечно, прикольно. Плюс, когда я съезжаю, например, с полосы, у меня дрожит руль. Это специальная функция такая. Очень удобная, конечно, посадка. И причем в X5M, мне кажется, не такая удобная. Ты как-то группируешься там, готовый к прыжку. То есть там такая... Ну как вот у меня сюда поместится все мое? Слушай, оставляй свое. Ты везде в ней поедешь. А это? А в этой, если поедешь, ты по грязи, на рыбалку. Многие спрашивают меня, почему так редко стали выходить видосы. Да, собственно говоря, вот почему. Потому что я занялся майнингом, пытаюсь разобраться в этой теме. Уже 2 месяца очень плотно этим занимаюсь. Собрал вот 5 ригов по 5 видеокарт, здесь у меня 6. Система охлаждения, вот смотрите, какая стоит у меня. Арендовал гараж, сделал здесь небольшую такую комнатку в гараже и провел сюда интернет через телефон. Вот эти три нижних рига, это 470-я карта, Radeon 470, я на них майню эфир. Здесь сборная солянка, это 1080 Ti, разные марки. И самый дорогой риг, это вот этот, здесь 6 видеокарт, с 10 карт 1080 Ti, производитель MCI. Каждая карта стоила 860 евро, и сейчас они где-то по 100 евро каждый месяц мне приносят. Они очень долго будут окупаться, период окупаемости порядка 8-9 месяцев. Сейчас покажу хэшрейт, вот они по 730 без разгона дают, вот видите, разгона 0. Температура одна карта 70, это плохо, надо вентилятор немножко
сделать побольше. На самом деле, для того, чтобы собрать такие фермы, в принципе, опыт особо никакой не нужен. Достаточно понимать, что такое компьютер, что такое материнская плата. То есть, по сути, это компьютер с 6 видеокартами. На самом деле, в интернете есть миллион роликов, вы можете все это сделать сами. Для этого достаточно просто погуглить или на YouTube набрать, как собрать ферму. YouTube дает очень большие возможности для любого бизнеса. Все, что вы хотите изучить, есть там. В эту авантюру влез для того, чтобы разобраться, что такое трейдинг. Я хотел торговать не просто голубыми фишками какими-то там, долларами, евро, а именно криптовалютой, потому что она имеет очень большие скачки, как падения, так и роста, и при этом можно, так сказать, спекулятивно достаточно хорошо заработать. Стройка продолжается, нет и конца, и края, хотя осталось совсем чуть-чуть, нужно доделать полы на втором этаже, проводкой здесь разобраться, брусчатку положить, а так, в принципе, практически все готово. Смотрите. Еще вот очень странная вещь, прошел дождь и такие точечки. Виктор мне говорит, что это кислотный дождь какой-то был. Вот, напишите в комментах, ребят, кто знает, что это за точки. То есть специальной пропиткой обработано, но не покрашено. Вот и смотрите, вот прям везде вот эти точечки такие. Это террасная доска, она тоже обработана специальной пропиткой. И она пролежала всего лишь один день, выпал дождь, и все, смотрите, она черная вся стала. То есть Виктору говорю, что, скорее всего, вот эта пропитка, она подделка. И что делать? Красить? Или чем лаком покрывать? Не знаю. Это вот именно террасная доска. То есть она как бы для известительницы, она подвержена атмосферным осадкам. Ребята, всем привет. Это Настя, она вернулась с Читы. Ее давно не было на канале. Напишите, вы рады ее видеть или нет. Ребят, мы приехали на вечеринку, которая посвящена премьере фильма. Фильм называется «Оракул. Игра в темную». Но это на самом деле не самое важное. Самое важное, что Насте дадут роль в кино. Ну и мне тоже. Да, пишите в комментариях, как думаете, какую Насте роль дадут. Акулы? Настя, тебе скажут, покажи акулу. Можешь показать акулу? Ну, если ты меня взбесишь, если будешь рядом, то я покажу. Здравствуйте, Анастасия, я сегодня ваш водитель. Куда поедете? Настя, Просто! тебе комфортно? Можно мне эту машину забрать? На, обзорчик там сделай. Как мягко в голове! Я не могу, что ты сделал со мной? Это когда людям говорят, что нужно купить таблетки серотонина. Таблетки серотонина. Просто купите BMW 7. Это BMW 760 Long Li. 609 лошадиных сил, 13,5 миллионов она стоит. Паркуется сама, в общем, держит полосу. Она самая мощная машина, в которую я когда-либо ездил. Крутой салон, дорогой такой. Здесь есть столик. Окей, давайте мне ноутбук, Александр. И мне нравится, что она плавненькая такая, прям вообще, да? Ни одной кочечки, ничего не чувствуется. Господи, я чувствую себя здесь в Emirates. Да, реально бизнес-класс. Wi-Fi, пожалуйста, раздайте. Здесь можно танцевать. Don't you wish you come from us like me? Саш, пожалуйста, включи Bluetooth. Я тебя очень прошу, пожалуйста. Сама включай. Bluetooth. Я водитель твой. Bluetooth. Нет, Настя. Пожалуйста. Да, Настя, я же машину веду. Хочешь я? Настя, мне массаж делают и так уже. Скоро... То есть тебе типа я нахер не нужна Да, уже, скоро да? роботы вас заменят, женщины. Ну ладно, это... Ставь лайк, если считаешь, что всех женщин скоро роботы А это... заменят. Теперь Настя в роли водителя, а я пассажир. К маме меня отвези, пожалуйста. Комфортненько здесь. Ребята, в общем, купил на дачу приставку. GS Game Kit называется. В смысле? А ты что, купил игру? Настя, да на самом деле она недорогая, порядка 10 тысяч рублей стоит, поэтому это так на дачу чисто. Настя, давай сыграем с тобой первую попавшуюся игру. Здесь такие же, как на андроиде, помнишь, ты играла в телефоне. Выберем сейчас самую первую попавшуюся игру, в нее можно играть вдвоем и на большом телеке, в отличие от того, что ты играешь одна в телефоне. Кто проиграет, например, если проигрываешь ты меня называешь моим господином и выполняешь все мои желания. Целый день, если ты проиграешь сейчас. А тебе что ты? А это равные условия? Абсолютно. 3? Ну 3 раза, да, 3 раза. Кто выиграет, ты.
Как обычно, все как обычно. Мы делаем мужскую распаковку без всяких соплей. Хопа. Раз, пустик. Не одинаковые? Да. Саш, подожди секунду, а мы бюджет шопинга не обсудили с тобой? За кадром обсудим. Шопинг, пожалуйста! Шопинг, 26 секунд осталось. Шопинг! Минута 55. О, ты догнала эту штуку. Шопинг! Хочу! А, нет! Да, я еще раз. Ну так нечестно, давай, потому что... Саш, сделай как мне. Настя, так нечестно. Дорогие ребята, поздравляю всех и каждого с этим прекрасным праздником. В общем, ребят, прошло 20 лет, как я школу закончил. Ничего не поменялось. Ноль креатива. Вот как говорили 20 лет назад, так и говорят сейчас. И, честно говоря, в школу не хочется. Не завидую тем, кому надо туда идти. Но этот этап, конечно, вы обязаны пройти. Так что всех с 1 сентября. Крепитесь. Какая машина больше всех тебе понравилась? Вот из всех, на которых мы приезжали. Это? Чем? А внешне? Я даже не помню, какого. Ну, беленькая, помнишь, была, синяя была. Белая марка. Синяя, голубая такая была. Вот это. Это, да? Короче, мама выбирает комфорт. 760 бэшечка. То есть это вот на выбор, да? Ну да, сейчас он выйдет. Он там предлагает вообще сделать на втором этаже вот это по кругу пустить, а у него есть еще квадратики, плитка. Ну, вроде неплохо, да? Да клево, клево, смотри. Саша, очень приятно. Володя, это ты делаешь, да? Да. А где производство у тебя находится? В Рязани. В Рязани? Да. С Рязани. Доска рязанская. Круто. Часто у вас охочусь. Виктор мне пришлет размеры, прям лазерной рулеткой добьет все, пришлет мне размер вот этот прям в помещении. Я даю дизайнеру задание, чтобы он мне выложил в цвете. Вот, допустим, мы сейчас определимся с вами, ну, примерно какой цвет. Делаем один вариант, полностью все застилаем просто доской. Второй вариант, где по площади, вне зависимости от расстановки мебели, по площади делается периметр, а в центре делается уже какой-то другой. Думала, мы просто дачу делаем. Просто чисто дачку так быстренько. Не заморачиваясь. Уже, блин, 4 Нормальная месяца. дачка. Баня это вообще-то. Да я вообще офигела, там такая беседка красивая сейчас просто. Тут такой цоколь, блин, меня так давно не было, я сейчас покажу, посмотрю. В общем, ребят, в продолжение темы про биткоин хочу немного вам рассказать такую историю. Вообще, как я с этим впервые столкнулся. У меня есть друг, он попросил его не называть. Мы с ним лет 5, 6 или 7 назад, точно не помню даже дату, ездили на подводную охоту. И он мне говорит: слушай, Саня, я купил тут карту, видеокарту дорогую, вот, за 20 чем-то тысяч, что ли. Ну, тогда это была одна из самых топовых видеокарт. И, говорит, начал майнить. И намайнил биткоинов. Порядка 1000, что ли, штук он их намайнил. И говорит, мне их предлагают за 6000 рублей продать. Я говорю: чувак, я закончил МИФИ.
я разбираюсь, у меня бизнес свой, я там уже в тот момент занимался бизнесом. Какие нахрен биткоины? Это вообще, это пирамида, ни в коем случае не занимайся этой херней, продавай все нафиг. И вот прошло 7 лет, и мы опять едем на подводную охоту, я говорю, слушай, дружище, я тут начал фермы собирать. Он мне сказал, да пошел ты. Он продал за 6 тысяч рублей, по-моему, 1000 биткоинов. Если бы он это сейчас не сделал, почитайте сами, посмотрите, какой сейчас курс. На момент записания видео курс $4738 за 1 биткоин. Умножайте это на 1000 и переводите в рубли. Ну или не переводите, если вы не из России. Только за этот год биткоин вырос более чем на 700%. Сейчас, кстати, в Москве появились уже несколько магазинов. Например, фермерский магазин «Лавка-Лавка», в котором можно прийти и за биткоины что-то купить. Поэтому скоро вы все рано или поздно столкнетесь с криптовалютами и будете ими расплачиваться, будете на них покупать, а возможно кто-то будет их майнить. В общем, изначально хотели здесь сделать деревянные ступени, которых будет хватать, ну, на пару лет. Володя предлагает сделать здесь, доварить небольшие такие металлические вставки и положить сюда камень. Ну и главное, чтобы он шершавый был, чтобы не падать с него. Шершавый, да, можно. Сейчас вы заговорили о том, что этот дом я строил без проекта, поэтому мы здесь столько всего понапеределали. Виктор говорит, что тоже твой подписчик сейчас делает дом. И тоже у него без проекта, и поэтому постоянно какие-то переделки. В общем, ребят, не экономьте там 30-50 тысяч рублей на проекте, делайте всегда проект и сэкономите намного больше. Смотрите, фишку хочу вам показать, как можно управлять машиной. Вот она не заведена. Вот у меня есть брелок, смотрите. Руль сам повернулся, колеса выпрямились. И теперь, смотрите, я могу вперед и назад ехать. Тормоза как срабатывают моментально. Вот так работает. Запарковались где-то узко и не хотите пролазить, пачкаться, вы можете просто вывести машину на несколько метров вперед или назад и спокойно залезть. Мне очень понравился массаж. Вещь просто незаменимая. Я понимаю, что в каждой машине должен быть массаж, потому что он очень хорошо помогает в дороге. Ты едешь, и тебе постоянно массирует спину. Это очень классно. Так, здесь есть мультимедиа, при этом на андроиде. Но мы можем открыть все. Давайте закроем все. Сразу очень светло стало. Так, давайте посмотрим, что есть дальше. Можно подсветку салона делать. Прикольно, здесь можно сделать ионизацию салона, выбрать запах. Насыщенные тона древесины, либо сумеречное мерцание пустыни. Представляете, здесь можно даже тренироваться. Программа витализации придаст вам бодрости и свежести. Для проведения тренировки вдавите плечи в спинку сиденья. Для начала задайте интенсивность. Тренировка состоит из 7 упражнений. Хотелось бы сказать итог по всем машинам, которые я брал. Самая, которая мне понравилась больше всех, это X5M. Ну, и вот это, конечно же, машина, но X5M понравилась больше, во-первых, потому что это джип, во-вторых, потому что это настоящая М-ка, и когда в нее садишься, ты это сразу чувствуешь, она с характером машина. Это тоже классная, комфортная машина, но больше, конечно, с водителем, когда сам за рулем едешь, не особо хочется гонять, хочется ехать плавно, комфортно. Очень нравится, что нажимаешь кнопочку, она держит дистанцию и скорость впереди идущего автомобиля. Вот, на этом у нас выпуск подходит к концу. Всем пока.